А почему душа просит о помощи? Души в ад попадают только кто родился на планете Земля или с других планет тоже? Все попадают в одно место? Канал Табу Искатели Паранормального представляет. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Табу Искатели Паранормального. И это очередная серия с нашим новым прибором Ghost Box. Сегодня, по многочисленным просьбам, мы записали видео по вашим вопросам с нашего канала в Телеграме. Недавно мы публиковали запись, где попросили вас придумать вопросы по поводу ада и потустороннего мира. Мы очень долго выбирали вопросы, но мы выбрали именно те, которых не было на нашем канале. Если вы каким-то образом не увидели свой вопрос, значит он у нас уже был. Если же вы новый зритель, мы хотим вам немножечко пояснить, что же такое Ghost Box. Этот прибор позволяет связаться с потусторонним миром. Мы его разработали совсем недавно. Благодаря нашим подписчикам, которые помогли нам в сборке, мы собрали этот замечательный прибор. Сейчас он подключен. И когда мы начнем задавать вопросы, нам начнут приходить ответы. Ответы из потустороннего мира. Приборами, у которых похожий функционал, пользовались все исследователи ЭГФ. Итак, друзья, сейчас мы зададим первый вопрос. А также, друзья, мы очень хотим, чтобы вы подписались на наш Яндекс.Дзен канал. Мы там каждый день публикуем какие-то интересные записи, статьи, новости и прочее. А также мы хотим, чтобы вы подписались на наш Телеграм-канал. Все ссылочки будут в описании. Ну а если вы хотите видеть наши видосы самыми первыми, у нас есть страничка на платформе Boosty. Там подписчики видят наши видео самыми первыми. Итак, поехали. Мы хотим связаться с потусторонним миром. Нам может кто-нибудь ответить? Еще раз. Кто с нами говорит? Итак, мы хотим задать вопросы от наших подписчиков по поводу потустороннего мира. Правда ли, что из ада уже никак нельзя выбраться? Вызывание? Вызывание. Ну, получается, я не знаю, можно ли это к этому отнести, когда ты молишься за человека, да? Ты вызволяешь его как бы оттуда, Не правильно? то чтобы вызволяешь, ты просто облегчаешь какие-то там, может быть, как это объяснить правильно? Какие-то испытания для души. То есть облегчение происходит. Ну, а скажите еще поточнее, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Что-то там нет. А давайте еще раз, пожалуйста. Так, ладно, мы разберем ваши ответы. Итак, как понять, что душа переродилась в другом теле? Не знаю. Ну, возможно, кстати говоря, есть духи,
которым не дано что-то знать. Сейчас был ответ «не знаю», да? Мгм. Ну, скажите, пожалуйста, а почему душа не помнит прошлые жизни и переживания? Вот каждый из нас, вот мы, люди, почему мы этого не помним? Не знаю опять. Опять не знаю, то есть они не хотят отвечать нам на этот вопрос. Могут ли родственники или просто близкие люди помочь душе в аду? Скажите еще раз. Скажите, пожалуйста, перерождаются ли души, попавшие в ад? Да. Так, хорошо. Следующий вопрос. Почему демоны не называют своих имен? Сын. Почему демоны не называют своих имен? Он сын? Как это понять? Если мне правильно послышалось. А скажите еще раз. Ответьте на вопрос. Я не знаю. Четкий ответ. Прям четкий. Скажите, а почему вы не знаете ответы на многие вопросы? Для вас эта информация закрыта, да, на данный момент? Возможно, это просто молодая душа какая-то отвечает, поэтому не знает. Мы хотим поговорить с кем-то другим, потому что данный дух, с которым мы вышли на связь, он мало чего знает. Пожалуйста, пригласите нам сейчас другую душу. Если вы это сделали, пускай она нам ответит. Рядом. Уже другой кто-то, да. Да, кто-то сказал рядом. Итак, вы можете ответить на наши вопросы? Здесь. Ну давай. Почему духи часто просят о помощи? Ответьте нам, пожалуйста. Это душа. А почему душа просит о помощи? Знаю. Знаете все или знают все. Души в ад попадают только кто родился на планете Земля или с других планет тоже. Скажите еще. Сила? Да. Или все? Все или сила, да. Все, скорее всего. Все попадают в одно место?
Не все. Не все, да, четкий был ответ прям. Прям раздраженный такой ответ был. Мгм. Разные миры есть. И жизнь там. Мгм. Очень интересно. Вот это нужно изучать, ребятки. Вот эти ответы очень интересные. Да. Так, давайте дальше. Бог, он управляет всей космической вселенной? Да. Ну, тут в дополнение нечего добавить. Да, потому что, ну, это на самом деле так и есть. Давай дальше. Скажите, как человечество узнало про ад? Дан свет. Ну, возможно, это появился Иисус Христос, который принес свет людям. Он их просветил, как говорится, да? Может быть, это так Ну, интерпретировать? скорее всего, может А можно поточнее, пожалуйста? Хороший. Живи. А поточнее, пожалуйста, можно? Есть свет, верь. Ну, то есть, если есть свет, то есть и тьма. А почему вы говорите про свет, когда мы задаем вопрос про ад? Скажите, пожалуйста. Смерть что-то. Все в смерти. Да, что-то вроде этого. Блин, на самом деле очень интересные ответы на данный момент. Ну, давай дальше. Болезнь человека, беды, несчастье в жизни, агрессия, жестокость, алчность и так далее. Другие чувства и плохие события в мире и в жизни человека связаны с адом и его демонами. А поточнее можно, пожалуйста? То есть получается, если человек испытывает агрессию, жестокость и прочие другие негативные эмоции против кого-либо, неважно, или чего-либо, это как-то связано с адом. Возможно, опять. По-моему, без... Скажите, пожалуйста, если человек из окружения ведет себя достаточно агрессивно по отношению к другим людям, может ли это считаться тем, что он одержим демонами? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Да. Лишь смерть. Такой интересный вопрос. Скажите, какую роль в аду исполняет сын Люцифера? Сын? Мгм. А что он там делает? Сын Люцифера что делает в аду? Обязанности.
Интересно. Ребят, вы знаете, мы когда слушаем ответы, да, иногда проскакивают такие ответы, на которые мы не можем сами ответить. То есть для нас они кажутся неожиданными. Ладно, поехали дальше. Мгм. Скажите, пожалуйста, мир духов, Фатыма, есть ли у него возможность посещать ад? Была. Фатыма из ада? А почему ему закрыт вход в ад? Не закрыт. Скажите, а Фатыма сейчас находится в нашем пространстве, в земном? Да, или рядом. Окей. В аду действительно присутствует раскаленная лава и огонь. Но реально может. Или что-то такое. Он реально мог. Ответьте еще раз. Ответьте на вопрос. Нет. Четко было нет. А что в аду? Что в аду находится на самом деле? Там есть огонь. Правда ли, что в аду есть ячейки, похожие на тюрьмы, в которых каждая грешная душа страдает по-своему и видит что-то определенное? Да, очень интересный вопрос. Ответьте нам. У нас есть? Мгм. То есть, еще раз можете сказать, есть ли у вас такие ячейки, похожие на тюрьмы для духов? Там души обитают, сидят в заточении? Смерть их знает. Получается, знаете, почему мы задали такой вопрос? Есть поверье, что в аду все несколько иначе, то есть не как привыкли считать люди. То есть там не только лава и огонь, да, там есть специальные камеры, ячейки, в которых поселяют души, которые заслужили какое-то свое Высшие меры. определенное наказание, да, высшие меры. И по каждым этим душам определенные свои какие-то там законы. Скажите, пожалуйста, задам вопрос не по теме. По теме предыдущего, но мы не записывали его. Скажите, а для Андрея Чикатило отдельная ячейка есть в аду? Не виден? Скажите, для таких душ есть спасение? Нет. Спасибо вам большое за общение. Скажите, пожалуйста, сейчас мы проведем эксперимент, мы оставим камеру. Мы хотим, чтобы кто-то из вас, кто нам отвечал, проявил себя в Kinect камере.
Это возможно? Если мы проведем закадрово очень подходящий обряд для того, чтобы вас вызвать сюда, вы сможете прийти и показаться нам через другой прибор. Да. Мы ждем. Все ждут. Хорошо, спасибо большое за общение. Мы вас отпускаем от своей воли. Идите к свету. Итак, ребят, сейчас мы переключимся. Не переключайтесь. Сейчас мы проведем небольшой эксперимент. Для новых зрителей хочу рассказать, что же такое Kinect-камера для охоты на призраков. Эта камера стала одним из наиболее часто используемых устройств оборудования для охоты на призраков за рубежом. Специальный датчик камеры проецирует более миллиона небольших инфракрасных лучей в широком поле зрения. Датчик распознает изменения глубины по мере и при разрыве каждого из лучей, что позволяет устройству построить 3D-модель своего вида. Программное обеспечение было запрограммировано на распознавание скелетных и лицевых характеристик. Таким образом, камера распознает человеческое тело или дух.